Китае сегодня делают автомобили, которые могут подстроиться под любой ваш запрос. Хотите полностью электрическую версию? Пожалуйста. Нужен вариант с увеличенным запасом хода? Без проблем. Важен просторный салон? Выбирайте 5 или 6 мест, как удобно вашей семье. И вот новый AITA M7 второго поколения. Это тот случай, когда кроссовер не только отвечает этим требованиям, но и выглядит так, что его спокойно можно поставить рядом с BMW, Mercedes или Lexus, и он не потеряется на их фоне. Здесь не просто универсальность ради галочки. В M7 инженеры сделали ставку на баланс технологий, комфорта и современного дизайна. Электрическая платформа позволяет получать максимум тишины и плавности хода, а версии с увеличенным запасом хода снимают главный страх – дальние поездки без подзарядки. Интерьер с премиальными материалами, технологии, которые еще недавно были доступны только в топовых европейских моделях. AITA M7 второго поколения поступил в продажу в конце сентября и вызвал ажиотаж. В течение часа на него оформили более 30 тысяч твердых заказов. На родном рынке доступно 12 вариантов комплектаций, от базового за 39 300 до топового за 53 тысячи долларов. И знаете что? Этот кроссовер вполне заслуженно может претендовать на звание «Автомобиль года» на родном рынке. Но хватит слов, давайте перейдем к самому автомобилю и поближе с ним познакомимся. Дизайн, салон, технологии и все то, что делает M7 действительно особенным. Китайские автопроизводители в последние годы упорно доказывают, что вопрос безопасности для них стоит на первом месте. И кроссовер совместной разработки Huawei и Seres не исключение. Автомобиль прошел серию жестких испытаний, которые мало кто ожидает увидеть даже у премиальных брендов. Его загоняли в воду так, что днищем он скользил по металлическому отбойнику. Казалось бы, экстремальная ситуация, но конструкция кузова и защита батареи выдержали без последствий. Дальше еще интереснее. Кроссовер подвергли открытым огненным испытаниям. Батарейный модуль жгли 5 минут прямым пламенем. Результат – никакого возгорания, никакого распространения огня внутрь салона. Это демонстрация того, что система безопасности аккумулятора действительно на уровне мировых стандартов. Разумеется, он прошел и классические тесты – экстремальные морозы и жару, удары, вибрации. Все это нужно для сертификации и уверенности в надежности. Производитель явно сделал ставку на то, чтобы покупатель не сомневался. Зимой и летом автомобиль поведет себя предсказуемо и безопасно. Главное, что нужно знать о новом M7. Он изменился кардинально. Дизайн стал строже и солиднее, во многом перекликаясь со старшей моделью M8. Спереди внимание сразу приковывает глухая панель и узкая полоса оптики, объединенная серебристым молдингом, выглядит современно. Основной воздухозаборник для охлаждения аккуратно спрятан в нижней части бампера, чтобы не нарушать чистоту линий. Силуэт теперь выглядит более выверенным и гармоничным, ни одной случайной детали. Корма тоже стала строже, а единый фонарь, растянувшийся на всю ширину, добавляет автомобилю визуальной ширины и подчеркивает премиальность. Со сменой генераций AITA M7 вырос в размерах. Теперь его длина достигает 5080 мм, плюс 60 мм, ширина выросла до 1999, плюс 54 мм, и 1780 в высоту, плюс 20 мм, а колесная база увеличилась сразу на 210 мм и составляет 3030. Колесные диски предлагаются на выбор 20 или 21 дюйм, что придает автомобилю серьезный и дорогой вид. Пневмоподвеска, правда, недоступна в базовых гибридных версиях, но во всех остальных комплектациях она есть с ходом подвески до 80 мм. Добавим сюда адаптивные амортизаторы с изменяемой жесткостью и получаем кроссовер, который умеет быть и мягким, и собранным в зависимости от ситуации. Благодаря герметичной конструкции кузова глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм. Под капотом M7 предлагает выбор из двух типов силовых установок, что уже стало традицией для марки. Можно взять полностью электрическую версию, а можно последовательный гибрид для тех,
кто все еще не готов полностью переходить на электрокары. Электромобиль доступен в двух вариантах: заднеприводный с одним мотором на 309 сил и более серьезный с двумя двигателями, полным приводом и суммарной отдачей 526 лошадей. Если базовая версия ускоряется до сотни за 7,8, то полный привод уже за 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 200 км в час. Батарея емкостью 100 кВт-часа обеспечивает достойный запас хода от 660 до 710 км в зависимости от конфигурации. Отдельно стоит отметить зарядку. Благодаря высоковольтной платформе с 20 до 80% кроссовер восполняет энергию за 15 минут. Гибридная система М7 2026 модельного года работает исключительно с полным приводом. Здесь 1,5-литровый турбомотор на 161 силу не крутит колеса напрямую. Он выступает генератором, подзаряжая батарею, а колеса двигают электромоторы. Суммарная мощность достигает 533 лошадиных сил и 563 ньютон-метра крутящего момента. В результате кроссовер разгоняется до первой сотни за 5,1 секунды. В шестиместной версии разгон на 0,1 секунды медленнее. Электропитание обеспечивают батареи от Kettle емкостью 37 или 53,4 кВт-часа в зависимости от комплектации. На одной электротяге М7 способен проехать 175 или 255 км, а общий запас хода гибрида достигает 1290 или 1435 км по стандарту WLTP при условии полного бака на 60 литров и заряженной батареи. Вся линейка М7 второго поколения получила фирменную систему динамического адаптивного управления тягой Drive One от Huawei. Система напрямую интегрирована с силовой установкой и умеет распознавать изменения на дороге буквально за микросекунды. Мокрый снег или песок на трассе Drive One мгновенно подстраивает крутящий момент на колеса, обеспечивая максимальное сцепление и предсказуемое поведение машины. Как уже говорилось, салон новинки можно организовать в 2 или 3 ряда, на 5 или 6 пассажиров. Просторно, удобно, и при этом чувствуется, что над деталями действительно поработали. Внутреннее убранство богато на декоративные элементы, а технологическая начинка сразу бросается в глаза. Основной сенсорный экран 16 дюймов, а приборная панель и экран переднего пассажира по 12 и 3 дюйма. Все управление логично и интуитивно, почти без физических кнопок. Сенсорные экраны и голосовые команды делают управление простым и современным. Информационно-развлекательная система построена на Harmony OS от Huawei и поддерживает все актуальные сервисы компании, включая голосового помощника с искусственным интеллектом. Любители технологий точно оценят 70-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью. Сиденья спроектированы с максимальным комфортом. Стандартно они оснащаются подогревом, вентиляцией и функцией массажа, чтобы каждая поездка была приятной. Водительское сиденье с режимом невесомости поддерживает 16-позиционную регулировку и дополнено электрической подставкой для ног. Переднее пассажирское кресло регулируется в 14 положениях, а спинку можно почти уложить горизонтально. Подставка для ног тоже предусмотрена. Второй ряд не менее впечатляет. Подогрев, вентиляция, массаж – все включено в стандарт. Управление функциями удобно встроено в подлокотник на дверной панели. А для полного релакса есть складные столики, мини-холодильник и потолочный экран на 17,3 дюйма. Багажник в пятиместной версии, он варьируется от 850 до 2145 литров. Если выбирать трехрядный вариант, придется немного ужаться. За спинками третьего ряда остается всего 312 литров, но складываем третий ряд и получаем уже 1136 литров. Электрическая версия добавляет еще один бонус. У нее есть небольшой фронтальный багажник на 150 литров. Стоит отметить еще одну заметную деталь – датчик лидар, аккуратно установленный на крыше.
Он получит современную систему помощи водителю Huawei ADS4 для топовых версий. Этот комплекс умеет многое, предотвращает столкновения на любых скоростях, помогает парковаться даже в самых тесных дворах и уверенно проводит автомобиль через круговые развязки. Система лазерного зрения Lumira от Huawei. Она сочетает лидар и скрытую камеру, спрятанную за зеркалом заднего вида прямо за лобовым стеклом. Huawei сообщает, что Lumira появится в более простых версиях M7, где она дополнит стандартные камеры и поможет автомобилю лучше видеть в темноте. Система распознает препятствия ночью до 30 см и может среагировать на экстренное торможение при скорости до 100 км в час. Ну а теперь давайте о цене. AITA M7 2026 модельного года будет представлен в 6 комплектациях для полностью электрических версий 3 на 5 и 3 на 6 мест. Точно так же и для гибридных вариантов. Если смотреть на гибрид, то стандартная пятиместная версия обойдется 39 300, а топовый вариант, независимо от того, 5 у вас сидений или 6, стоит $47 700. Полностью электрическая версия немного дороже. Стартует с 45 тысяч за стандарт и достигает $53 300 за топовую комплектацию. В итоге новый M7 – это пример того, как китайские автопроизводители сегодня умеют создавать автомобили, которые отвечают любым запросам. При этом он уверенно держится на уровне премиальных брендов по дизайну, технологиям и безопасности. Современные силовые установки, продуманная электроника, премиальный интерьер и продвинутая система помощи водителю делают его комфортным и надежным выбором для семьи, путешествий и повседневной жизни. M7 второго поколения – кроссовер, который умеет сочетать технологии будущего с практичностью настоящего и вполне заслуженно способен конкурировать с именитыми европейскими марками. Спасибо, что досмотрели до конца видео. Лайк, подписка и комментарий – это ваш маленький, но очень важный вклад в наш канал. А вам ровных дорог, ярких эмоций и чтобы каждый день за рулем приносил удовольствие. До встречи в следующем видео.